Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия, и в этом видео мы с вами начинаем вязать комбинезончик для моей куклы Аришки. Мастер-класс это будет не по петельной, я не буду вам показывать подробно каждую петельку. Схему на этот комбинезон вы найдете под видео в описании. А здесь же сейчас я вам буду рассказывать только основные моменты, вкратце, как начинаем вязать реглан сверху, как соединяем вместе планочку, как вывязывать ножки. Основные вот эти вот моменты, где вязать надо по прямой, это уже все будет за кадром. Думаю, если вы связали куколку со мной вместе по видео, то связать самостоятельно комбинезон по схеме вам не составит труда. Сложные моменты я вам покажу. Манжетики тоже покажу, как вывязываются и как они потом присоединяются к основной части комбинезона. Так, понадобится нам для его вязания примерно 2 мотка пряжи Yarnart Jeans. Крючок я использую 2 мм и вяжу такой же вязкой, как я вязала куколку, то есть плотно. Примеряйте все время по ходу вязания комбинезончик, чтобы угадать с размером. Вдруг будет маленький, можно будет добавить пару рядочков, или наоборот, если будет большевато, можно пару рядочков убрать. Еще я буду использовать дополнительный цвет белый. Он у меня будет для манжетиков, для вязки и для хвостика. Потому что второй комбинезончик будет зайчиком. Полосочки эти я уже вязать в своем втором комбинезоне не буду. Но в описании я буду указывать, где менять цвет, потому что основная идея это комбинезончик в образе тигренка. Если вы будете вязать просто однотонный, то не обращайте внимания на то, где написано то, что меняем цвет, например, с желтого на черный, а вяжите просто все одним цветом. Так, давайте поподробнее расскажу. Вязание у нас начинается от шеи. Набираем цепочку из воздушных петель и дальше вяжем поворотными рядами. Вяжем реглан до рукавчика. Потом оставляем петли рукава. Здесь набираем под рукавом дополнительные воздушные петли. Я сейчас начну вязать, цепочку наберу, провяжу реглан и дальше я подключусь, покажу, как я провязала вот здесь под рукавчиком. Оставляем еще петельки для пуговичек, тоже это в схеме будет указано. Вверху я не стала оставлять эту петельку, если хотите, сами сделайте тоже, потому что мне она здесь показалась лишней, здесь есть завязочки. Сверху как бы петелька здесь уже просто не поместится, 2 в серединке достаточно. Еще смотрите, как я провязываю полосочки. Я не делаю их протяжками, присоединяю ниточку, провязываю необходимое мне количество столбиков, после ниточку обрезаю и просто ввязываю ее в следующий столбик, чтобы у меня одинаково симпатично смотрелось что с лицевой стороны, что с изнаночной. Начали мы вязание с 55 воздушных петель и дальше поворотными рядами провязали всего 8 рядов. В 9 набрали цепочку из 7 воздушных петель. Получается, дальше мы пропускаем 22 столбика и присоединяемся столбиком без накида в 23. И вот этот столбик мы уже считаем как первый. Дальше провязываем по спинке 26 столбиков. Снова набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 22 столбика и в 23 присоединяемся. Сразу же вяжем первый столбик, второй, третий. И так дальше уже до конца ряда 16 столбиков должно быть. Вот что у нас получилось. В следующем ряду мы уже вот эти петли, которые пропущены, мы их не провязываем, оставим. Потом дальше будем их вывязывать после того, как провяжем уже штанины. Следующий ряд вяжем по цепочке. Возвращаемся и по цепочке захватываем одну полупетельку. Вяжем до момента,
когда мы будем соединять вот эти две планочки. После того, как провязали 27 рядов, в конце 27 ряда остается у нас 3 петли, которые мы сейчас провяжем вместе с первыми 3 петлями этого же 27 ряда. Накладываем планочки так, чтобы места, где пуговички пришиваются, оказывались снизу. Вот эта часть у нас оказывается сверху. И захватываем одну петлю первой верхней планки и одну петлю нижней планки. Провязываем их вместе. Получается, всего нам нужно провязать так 3 столбика. Соединили эту деталь, вот что получилось. Дальше провязываем соединительный столбик в следующую петлю. Воздушную петлю провязали, развернули вязание. И смотрите, вот здесь у нас есть самый первый столбик. Мы начинаем всегда вязание каждого ряда с этого первого столбика. Все, дальше вяжем по схеме. Доходим до вот этой стороны, до конца ряда. Здесь провязываем последним столбик вот этот. Потом присоединяемся к первому столбику соединительным, делаем воздушную петлю, разворачиваемся, вяжем в другую сторону, для того, чтобы сохранить вот этот рисунок у нас поворотных рядов. В общем, то же самое, что мы и вязали сверху, только теперь добавляется соединительный столбик в каждом ряду. Вяжем так до 35 ряда. После 35 ряда мы будем вывязывать штанины. Вязали мы 35 рядов. И если вот на этом комбинезоне мне было этой длины достаточно, то здесь он получается маловат. Поэтому я буду еще провязывать 6 рядов. Вот как раз вот такое примерно расстояние. Точно так же, без прибавок, без убавок, просто 6 рядов вниз. И тогда у меня будет, примерно смотрите, чтобы было вот закрывало попу. Потом мы уже с вами будем провязывать еще дополнительную планочку между ножек. Посмотрите, может быть, вам тоже необходимо будет провязать еще дополнительные ряды или достаточно этого будет. Примеряйте обязательно комбинезончик на куколку и сами уже это регулируете. Провязали необходимую длину. У меня теперь получилось 41 столбик. Дальше мы с вами будем вывязывать планочку между штанинами. Вот ее здесь видно, она идет поворотными рядами и состоит из 3 столбиков. На передней части ее очень легко найти. Как раз эти 3 столбика располагаются под верхними планочками. Получается, мы довязали последний ряд, делаем соединительную петлю, воздушную, разворачиваемся и провязываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Воздушная петля, разворачиваемся и вяжем 3 столбика. Итак, нам нужно провязать с вами 10 рядов. Вот 2 ряда мы сейчас провязали. Снова воздушная петля. Разворачиваемся. Еще 3 столбика. Провязали 10 рядов, вот такая маленькая планочка. Дальше нам нужно с вами ее соединить со стороны спинки. Отсчитываем в одну сторону 37 столбиков и во вторую сторону 37 столбиков. Между у нас получается остается 3 столбика как раз. Выворачиваем на изнаночную, чтобы шовчик у нас остался там красивый.
И присоединяемся столбиками без накида в эти 3 петли. Первая, вторая и третья. Воздушная петля и ниточку обрезаем. Возвращаем обратно на лицевую сторону. Вот что у нас сейчас получилось. Дальше начинаем вязать уже саму штанину. Присоединяемся с внутренней стороны. Получается, комбинезончик держим передней частью к нам. Присоединяемся с внутренней стороны посередине планочки. Для того, чтобы рисунок также у нас совпал дальше, полоски шли. И провязываем сначала по петлям планочки. В уголочек я провязываю убавку. Получается, чтобы уголочек вот здесь не было дырочки, я просто вяжу убавку. Захватываю петлю одну из самого уголочка и одну петлю следующей. Вот так. Провязали убавку. Дальше довязываем до следующей стороны, также где у нас идет соединение перед планочкой. Здесь также одну вот эту и один столбик вот этот. И следующий столбик, который как раз вот посерединке выпадает, тоже провяжите убавочкой. Получится в общем 45 столбиков. Дальше присоединяемся в воздушную петлю в первую соединительным столбиком, воздушную петлю провязываем, разворачиваемся и так далее. По схеме вяжем нужное количество рядов. В схеме может быть меньшее количество, все зависит от вашей вязки, от того, сколько рядов вы провязывали в ножках. Если делали также чуть длиннее куколку, то, скорее всего, комбинезончик будет немножко коротковат, поэтому провязываем дополнительно еще ряды на ножках. Прям до вот этой части не надо вязать, потому что у нас еще будут манжетики. Манжетики у меня, по-моему, около 5 или 6 столбиков занимают в высоту. Получается, вам нужно комбинезончик, чтобы был примерно вот такой длины. Дальше уже идут эти манжетики. Ножки провязали, штанинки. Ручки вяжем точно таким же способом. Присоединяемся под ручкой. Примерно смотрим, чтобы оставалось 3 столбика в эту сторону, 2 в эту. И между этими столбиками присоединяемся воздушной петлей. Дальше убавочка в этом месте. 21 столбик. И убавочка также с другой стороны. Дальше уже вяжем все по схеме. Длину тоже регулируем, примеряя. Вдруг вам нужно длиннее или наоборот меньше рядов. Я уже связала манжетики, соединила их вместе с рукавчиками и с одной штанинкой. А следующую хочу показать вам, как я это вязала. Вот так выглядит манжетик. Вот он вяжется за заднюю стеночку петель. То есть вот у нас передняя, вот стеночка задняя. Вяжем, захватывая только заднюю полупетельку. И получится вот такой вот рисуночек. Немножко гармошка она складывается. Дальше, когда довязали нужное количество, получается количество петель манжетики соответствует количеству последнего ряда на штанине и на рукавчиках. На штанинке у меня 34 я связала. Дальше, после того, как довязали, как я провязываю их вместе. Вот мы закончили вязать ряд. Провязываем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Берем, складываем вместе детальку и вводим крючок также под заднюю полупетельку, захватывая сразу же петли двух сложенных частей.
И провязываем вместе столбик без накида первый. Так, дальше же вяжем второй, третий, четвертый и пятый. После провязываем воздушную петлю, немножко вытягиваем ниточку. И теперь смотрите, что я дальше делаю. Выворачиваю на изнаночную сторону нужную деталь. И теперь вставляем манжетик, складываем так немножко, чтобы он поместился. Вот так вот. И дальше связываем их вместе столбиками без накида. Я пробовала соединительными петлями соединять. Мне не понравился этот эффект. Получается, потом манжетик, он топорщится. А если соединять столбиками без накида, то он немножко так заворачивается вовнутрь. Как раз то, что надо, это симпатично выглядит. В общем, дальше захватываем один столбик на комбинезончике, один столбик манжетика. И так далее по кругу столбиками без накида соединяем до конца. И вот что у нас получается. Ниточки потом прячем. Так одинаково прошиваем все манжетики. С манжетиками закончили. Дальше начинаем вывязывать верхнюю часть комбинезона, область шеи, там же, где у нас будет завязочка, и сам уже капюшон. Сначала нужно один ряд нам еще довязать с убавочкой сверху. Начинаем мы, держа комбинезончик перед собой, и вяжем справа налево. Тогда сохранится нужный рисунок. Воздушная петля считается за первый столбик. И дальше провязываем еще 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый. Вот таким образом я сразу ввязываю хвостики. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Так, вот получилось 8 столбиков вместе с воздушной петлей. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И дальше мы провязываем убавку из 3 столбиков. Убавкой провязываю так: захватываю с первой петли ниточку, вытягиваю. Дальше вытягиваю ниточку со второй петли и с третьей точно так же. И получается у меня на крючке 4 петли. И я провязываю их вместе. Дальше уже вяжем снова по схеме столбики без накида. На следующей точке, там же, где у нас реглан, также мы провязываем убавку. Получается, всего у нас их выходит 4. После следующий ряд у нас идет состоящий из полустолбиков с накидом. Вот как он выглядит. Вяжем 3 полустолбика, пропускаем снова. В общем, все то же самое по схеме, но единственный ряд, который вяжется полустолбиками. И обязательно пропускаем для того, чтобы потом мы могли с легкостью вставить в этот ряд шнурочек. И на этом больше здесь сложных моментов нет. Капюшон вяжется просто по схеме. Вверх очень много рядов. На самом деле, мне кажется, самая вот объемная часть капюшон то же самое, что мы связали всю нижнюю часть, выходит. И по расходу пряжи то же самое, практически целый моток. Но он и должен быть таким большим, иначе просто голова с волосами туда не поместится. И плюс здесь вот такой широкий большой отворот. Вяжем капюшон.
Здесь нет ничего сложного до 40 ряда. 40 рядов вяжется просто. Дальше нужно разделить его на две части. Получается по 50 столбиков оставить. Начинаем вязать. Заканчивается, по-моему, вязание 40 ряда с этой стороны. И начинаем вязать 47 столбиков. Дальше провязываем убавку, состоящую из 3 столбиков. Так же, как мы провязывали вот здесь, в первом ряду. Делаем воздушную петлю, разворачиваемся на другую сторону и снова провязываем убавку. Получается, по передней вот этой части у нас все так же остается неизменно, а на середине комбинезончика каждый раз в каждом ряду убавляется по 2 столбика. Убавка из 3. Заканчиваем вязать эту половинку, переходим ко второй, присоединяемся с серединки, чтобы не потерять вот этот рисунок. И также вяжем. Получается, схема та же, просто теперь учитывайте, что убавка находится вот здесь, в начале ряда. До этого мы вязали 47 убавка, здесь же вяжем убавка и 47. Дальше 45 убавка, убавка 43 и так далее. Провязываем такую же высоту. Вот так у вас должен выглядеть капюшончик. Теперь нам остается его только соединить. Складываем его с изнаночной стороны. И присоединяемся в самые первые петельки. Вяжем столбики без накида. Получается, захватывая обе стороны капюшончика. Столбиками без накида доходим так до серединки, до вот этой части. Вот здесь смотрите очень внимательно, не пропустите столбики. Нужно прям столбик в столбик провязывать. Я на первом комбинезоне пропустила, кажется, и у меня получилось вот такой вот некрасивой сборочкой. Поэтому здесь нужно будет очень внимательно. Все, довязали. Соединили две части капюшончика. Теперь ниточку с помощью иголки я прячу между столбиками. Готово.
Капюшончик готов. Вот так он выглядит. Комбинезончик готов. Остается нам сделать только обвязочку. Сейчас покажу вам ее на примере ушек. Вот так выглядят ушки для зайки. Вяжутся поворотными рядами и после обвязываются. Первый ряд идет столбиками без накида. Второй ряд я провязала узором рачий шаг. Можно остановиться и на первом, но думаю, с вот этим узорчиком смотрится интереснее и как раз хорошо сочетается с манжетиками. Начинаем мы вязать с серединки. Получается, идем вверх через капюшон на другую сторону, которая внутренняя планочка, и оттуда возвращаемся рачьим шагом в первоначальную точку. Для начала присоединяемся белым цветом или тем, каким вы вязали манжетики, и вяжем столбики без накида до обратной стороны. Обвязали до внутренней части планочки столбиками без накида. Все. Остановились на последнем столбике без накида. Вяжем воздушную петлю. И теперь крючок вводим назад в петельку предыдущую. Вытягиваем ниточку, и на крючке у нас выходит 2 петли. Провязываем их вместе. Снова крючок вводим в предыдущую петельку, захватываем ниточку, вытягиваем, на крючке снова 2 петли, провязываем их вместе. Дальше крючок вводим в предыдущую петельку. Получается, вязание у нас идет в обратную сторону. Сильно петельки не стягивайте, чтобы было удобно вязать. Вяжем так по всему первому ряду столбиков без накида. Вот что получается. Довязали до предпоследнего столбика, разворачиваем вязание и вяжем уже в привычную нам сторону, в последний столбик. Провязываем соединительный. Воздушная петля и ниточку вытягиваем. Дальше эту ниточку прячем между столбиками с помощью иголочки. На этом все. Обвязка закончена. Все везде сделано. Осталось нам пришить только ушки и связать вот такой хвостик. Он небольшой. Заканчивается он у меня на 18 столбиков. Дальше, мне кажется, не нужно меньше делать отверстия. И пришиваем хвостик. И примерно, если считать от штанинок, то примерно на 3 ряда выше штанин.
начало их. Пришиваем хвостик. Добавляйте только наполнитель обязательно, чтобы он был такой пухленький. Я покажу, как хвостик пришивать. Находим серединочку. Так, хвостик пришиваем, захватывая петельку на комбинезончике и захватывая петельку на хвостике. Ну и так по всему кругу. Следующую на комбинезоне, следующую на хвостике. И останется, когда 3-4 петельки прошить, то добавьте уже наполнитель. Ну и вот на этом, собственно, думаю, все понятно. Дальше дошиваем до конца, добавляем наполнитель, хвостики прячем так же, как и обычно. Вот так выглядит хвостик зайчика. Получилось у меня на 2,5 ряда выше от штанинок. А для тех, кто вяжет хвостик тигренка, то давайте покажу, где пришивается тигренок. От штанинок получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов вверх. Вот у нас планочка начинается, и вот как раз в 9 рядов. Так, и сразу показываю ушки тигренка, как пришивались. Пришиваю я их полукругом. Думаю, прям вот очень хорошо это видно. Даже немножко треугольничком. Расстояние между ушками давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 рядов расстояния между ушками. Как показываю, как пришивать, это показывать не буду. Так же, как и хвостик. Ничего в этом сложного нет. Ушки зайчика тоже пришиваются очень легко. Наверное, самая легкая часть в этом мастер-классе — пришить ушки для зайки. Так, только смотрим лицевую сторону и пришиваем лицевой стороной. Отворот у нас большой, сразу отворачиваем как надо и только потом пришиваем. Так, примерно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 рядов вниз отступаю я. И пришиваю, также захватывая. Неудобно в эту сторону пришивать. Захватываю петельку капюшона. Эту белую ниточку оставляйте, потом ей можно подхватить краюшки беленькие. Петелька в петельку, получается, идет.
голубую часть допришивали. Теперь делаем такой маленький узелочек под ушком. И прячем ниточку между столбиками. Также я все это делаю под ушком. Прям проводя иголочку между ниточек. Вот так, чтобы ее не было видно ни с той, ни с этой стороны сильно. Дальше прихватываем белой ниточкой уже краешки ушка. Остается нам с вами еще одна деталь, это провязать шнурочек. Для шнурочка я использую также ниточку Yarn Jeans, сложенную в 4 раза. Дальше делаем воздушную петлю. И набираем цепочку такой длины, которая вам необходима. Примеряем каждый раз на комбинезончике. Вяжу я тем же номером крючка, просто более свободно, чтобы шнурочек получился прям такой хороший, плотненький. Довязываем так шнурочек до нужной длины, а хвостики хорошенько подтягиваю и просто вот так обрезаю покороче. Не совсем коротко, вот так вот. И вдеваем капюшон в оставленные для этого дырочки. И еще такой момент: я вдеваю шнурочек крючком большого размера и начинаю это делать с вот этой стороны, чтобы потом, когда мы будем завязывать на куколке, получилось так, что нижняя планочка оказалась внизу, вот это сверху, и шнурочек завязывался вот так. То есть если у вас вот в этой вот крайней дырочке шнурочек будет выходить вовнутрь, то так не получится. Нужно, чтобы он обязательно оставался снаружи. На этом все. Комбинезончик готов. Очень интересно ваше мнение о таком формате мастер-класса, потому что обычно у меня на канале только попетельные, которые без текстового описания. Но если бы этот мастер-класс я делала попетельным, это было бы издевательство и над вами, и надо мной, потому что практически 2 мотка извязать на камеру, мне кажется, это слишком. Если у вас возникнут какие-то вопросы в процессе вязания, задавайте их в комментариях, я вам обязательно отвечу.